Всем привет, любителям мохнатых чудовищ. Покрова сегодня по старому календарю. Обычно на покрову холодно было, а сейчас тепло. Сидят мои арестанты. Закрыл я пчел, как говорил, закрыл 25 сентября. Потом выпускал на один день, потому что бипином обрабатывал. И потом опять вечером закрыл. В общем, сидят пока все на месте. Все пока живы, никто не умер. Ос, на удивление, немного на пасеке. Обычно их тут тьмища крутится. А сейчас у меня семейки закрыты. Им не интересно. И они сюда не летают. Где-то нашли в другом месте кого-то торблят. На их не трогает. Мало ос в этом году у меня на пасеке. Но я ж пчел закрыл. А чтобы не закрыл, так их тут толпы были бы. Так, ППУ улей. Вот этот вот. Новенький. В этом году купленный. Вот вам показываю. Через пленку открывать не буду, чтобы не летели. Что пчелы уже сидят в клубе. Оно вроде и не холодно на улице. Но вот видите, пчелки, они уже в клуб сбиваются. Вот когда пчелки сбились в клуб, они уже перед осами беззащитны. Потому что когда пчелки сбиваются в клуб, они сбиваются когда? Когда холодать начинает. Особенно это время такое противное, когда еще днем тепло, выше 20 градусов, а ночью там уже по 7, по 8, по 12 градусов. И вот они на ночь сбиваются в клуб. И вот рано утром и вечером при низких температурах пчелы уже в клуб сбиваются, литок не охраняет. Они не могут литок охранять, потому что им холодно. Холод в литок заходит, и они от холода убегают в клуб греться, иначе они замерзнут. Поэтому они физически литок просто охранять не могут по своей физиологии. А вот осы летать при низких температурах могут. И вот они беспрепятственно заходят в улей и делают свое черное осячье дело. Вот, так вот сегодня видео, когда закрывать пчел. Спрашивают часто, я вам буду рассказывать. Я не сильно большой специалист в этом, потому что я только 4-й сезон закрываю. Но кое-чему научился. Буду вам рассказывать, чего я постиг, узнал. И когда я закрываю. Значит, когда закрывать пчел? Вот как осы начинают досаждать, тогда и закрывать. Идеально, как я по своему опыту определил. Такое мое мнение. Может, кто-то считает по-другому, пишите в комментариях. Вот как только вы закончили закорм, вот закончили, и в последний день закорма закрываете пчел. Притом еще надо, я иногда им кормушку оставляю с сиропом и закрываю. Зачем оставляю кормушку с сиропом, в следующем видео расскажу. Но это я не всем оставляю, только некоторым, самым буйным. Так вот, у нас заканчивается взяток. Семьи сильные начинают готовиться в зиму. Как они готовятся в зиму? Тут надо начинать сначала. Как пчелы готовятся в зиму? Они сносят корм в гнездо, они выводят последний расплод, то есть та пчелка, которая будет работать весной, готовит зимнюю пчелу, которая работать не будет. Пчела выходит, освобождается место, формируется так званое ложе клуба, это мы все знаем, и в это ложе клуба они сносят мед из крайних рамок, то есть они сами себя сокращают. Я неоднократно в этих видео своих показывал это дело. Как пчелы сами сносят сироп в гнездо. Вам даже ничего делать не надо, абы они были этим медом обеспечены или сиропом. Вот. И в это время пчелки довольно активные. И они к себе в улей никого не пускают. Ни чужих пчел, ни ос. Никого не пускают. Семья защищается, потому что литки защищены. Охрана на литках работает как часы, как швейцарская гвардия. Никого никуда не пускают. Но надо сказать, что осы это такие волчары позорные, у которых хитиновый покров очень твердый, и пчелы иногда не могут его пробить жалом своим. Скользкие такие осы, скользкие типы. И вот они, бывает, даже заходят в улей, как танк. Их охрана оттягивает от литка, а они, как танк, идут в литок. Тоже я это в своих видео показывал. Наглые до беспредела эти осы. И иногда заходят в улей, но они пчел не трогают в это время, потому что у них белка хватает в природе. Потому что осы это хищники. Они охотятся на червячков, на мотыльков, на всяких личинок, которые там найдут чьих-то, разорят кого-то. Пчел они обычно не трогают. Тем более там на рамках с расплодом всегда молоденькой пчелы много. Никто туда ос не пустит. Обычно осы забегают на крайние рамки. Там, где пчел мало, там в основном трутник тусуется. Но трутник к этому времени уже пчелы повыгоняли, потому что к зиме готовятся. И там воруют у пчел просто мед. То есть они приходят за медом, воруют. Это, конечно, неприятно для нас, но в принципе не критически. Взяли там того меда осы немножко. Ну, взяли и пусть себе едят, в принципе. Мы переживем эту страшную трагедию, ничего с нами не случится. Трагедия, когда они за пчелами начинают приходить. Так вот, когда они начинают приходить за пчелами, то есть за белком, им пчелы не надо, им белок надо. Вот, а пчелы жир нагуливают на зиму, они жирненькие. Вот за этим жирненьким белком, за белковым телом пчелы. Все мы книжечки читали по пчеловодству, там написано белковое тело, белковое тело, белковое тело. Белковое тело зимней пчелы намного больше, чем белковое тело летней пчелы. Потому что летней пчелы это белковое тело даром не надо.
а вот для зимней надо. И вот за этим белковым телом осы и приходят. И вот тогда начинают выгрызать улья. Стадами выгрызают, выбивают эти улья, забирают пчел, разделывают этих пчелок как свинок, головки в сторону, крылья в сторону, лапки в сторону, забирают белковое тело, то есть грудочку саму буквально, и тянут к себе в гнездо. Иногда даже я встречал, видео тоже показывал, садятся на ветку и просто жрут этих пчел. То есть даже в гнездо не тянут, сами от голода жрут просто эту пчелку несчастную. Страшное зрелище. Я выкладывал это видео, как пчелы разделывают пчелу, как свинку. Но YouTube это видео банит, потому что сильно жестокие кадры. Пишет мне сильно жестокие сцены насилия. Так что это видео, в общем-то, не проходит на YouTube. Когда приходят осы за пчелами, когда у них в природе вот нет уже этих ни личинок, ни бабочек, они там никого поймать не могут. А тех, кого могли, тех уже всех выловили. И вот они начинают голодать. Реально осы начинают голодать. Голодают они на белок. И вот тогда они начинают бомбить улья. А вот когда у них пропадают эти охотничьи угодья, когда начинает холодать, и все эти букашки, промокашки, все прячутся под листья, под корня, в листья там закутываются. В общем, они тоже готовятся к зиме, тоже хотят выжить. Они прячутся, и осы их не могут найти. То есть они уже нигде не летают, для ос они становятся недоступными. Это когда начинает холодать. То же самое и с пчелами, когда пчелы начинают сбиваться в клуб. Как я уже сказал, когда холодает. Притом не когда полностью похолодало, а когда самый страшный период, когда днем тепло, может быть по 29 градусов, а ночью может быть по 8-9 по градусов. То есть перепады температур между ночью и днем. И вот в это время ночью осы тоже особо-то не летают. А вот ранним утром и вечером, когда пчелы уже сбиваются в клуб, потому что холодно, а осы при низких температурах летают. В этом вся беда, что осы могут летать при низких температурах, а пчелы нет. И в этом проблема, потому что осы летают беспрепятственно заходят в литок, потому что охрана убежала, потому что охране холодно, она побежала в клуб греться. Литок никто не охраняет, пчелы не летают, воровок нету, а осы летают при низких температурах. Беспрепятственно заходят в улей. Пчелы, которые в клубе, они сжаты в клубочек. Они такие в полудремном состоянии, полусонные, и осы их без проблем отрывают от этого клуба, прям тут в улье и разделывает на дне улья, забирают то, что им надо, грудочку с этим жировым телом, и уволакивают к себе или жрут. Ой, какая красивая. Да хрен тебе на все лапки, на всю твою морду. Закрытый улей. Вот она тычется, грызет это дерево, хочет залезть. Так оно, бедное, оголодавшее, лезет в этот улей, чувствует, что там пчелы. А нифига у меня не получается. Ага, я ж 4-й год закрываю, я таких, как вы, уже наизусть знаю. Так вот, в нашей местности, ну, лично в моей местности, вот эти перепады, когда пчел надо закрывать, они случаются где-то в конце сентября, весь октябрь и даже начало ноября иногда захватывает. Но это в моей местности, может у вас как-то по-другому. Вот у нас семьи начинают пропадать с конца сентября. Вот я их в конце сентября и закрываю. Притом вам вот эти даты, которые я называю, знать не надо. У вас они могут быть другие. У вас там природа может какая-то другая. Кто-то возле леса живет, кто-то возле большой реки. Большая река, она тормозит природу на 2 недели. Там и весной растения распускаются на 2 недели позже, потому что вода холод держит. А летом наоборот, вода прогревается, большая речка, большой массив воды греет природу, эта вода. И там на 2 недели позже природа начинает схлопываться. Поэтому у вас немножко там по-другому может быть. Но вам не надо даты знать, вам надо смотреть за осами. Вот приходите на пасеку, смотрите. Осы там, они сначала начинают летать, но ничего в улей не лезут вроде как. Вот. А потом вы смотрите, их появилось очень много, и они кружат вокруг улья и начинают заходить в литок. Вот значит все, осы прилетели к пчелам. Если там 1-2 осы летают возле улья, то это ничего страшного. Вот. А когда видите, что возле улья уже 5 ос крутится, то есть уже многовато их на самом деле очень хорошо видно. Приходишь на пасеку, они вокруг улья кружатся, вроде там их немного там, но тем не менее они в вентиляцию лезут, в щели лезут. Но как только начали лезть, значит все. И то, что их немного, не надо себя обманывать, потому что осы прилетают партиями. То есть их на самом деле в природе очень и очень много. Вот возьмите кусок мяса, положите подальше от пасеки и минут через 20 туда придите, увидите, какой там рой ос стоит. Там не то, что 10 или 100 ос, там реально рой, вот как пчелиный рой, там вот столько ос. Их в природе немеренное количество, просто на человеческий глаз их не видно, потому что они не приходят вот стаей в улей. Они приходят партиями небольшими, то есть такими группками пришли, поторбили, ушли, следующая группка пришла. Потому что осы,
осиное гнездо, оно не такое большое, как пчелиное. Их на самом деле популяция, колония ос меньше. И им тоже надо своих деток греть, то есть осят маленьких. И они не могут все пойти сразу на вот этот разбой. Точно так, как и пчелы. Всегда в улье остаются те пчелы, которые обеспечивают выращивание расплода и поддержание микроклимата в гнезде. А все остальные за медом полетели. Но сама популяция пчел намного больше, чем ос. Поэтому, когда прилетают пчелы-воровки, их сразу много. А ос прилетает мало. Но они прилетают, тем не менее, партиями. Те прилетели, пришли в гнездо, следующие полетели. И вот этот конвейер, он бесконечный. И на самом деле, они очень быстренько, дней за 5, вам перешерстят весь улей. Они очень трудоспособны. Так вот, пришли на пасеку, видите, осы начали тыкаться уже во все щели, облетывают улья и тычутся в вентиляционные окна. Значит, они начали нагло лезть в улья. Значит, пора закрывать ваши улья от ос. Вот в это время я и закрываю. И еще очень хорошо угадать вот это время конца закормки пчел. Вот закормили и закрыли. Вот почему я начал кормить пчел. Не так книжка пишет с 25 августа, а начал кормить их где-то с 5-10 сентября. Потому что смотрю по прогнозу погоды, когда у нас будет холодать, рассчитываю, что я пчел буду кормить 10-15 дней, не спеша. И рассчитываю так, чтобы у меня вот эти 10-15 дней попали как раз на то время, когда начнет холодать, то есть когда осы придут. И тут я их закормил и сразу закрыл. Потому что если я их закормлю раньше, то пчелы тогда начнут делать пчеловылеты. То есть они будут искать мед, потому что пчелы еще не успокоились. Вот им где-то надо искать мед, а я им кормушку перестал давать. Они полетят искать себе мед, где-то пропитание в природе. То есть машут крыльями, падают, пропадают. Это называется в пчеловодческих книжках, но это не во всех книжках можно найти, только сильно умных. Это называется естественный, или правильно сказать, естественное осеннее ослабление семей. Особенно южные пасеки от этого страдают. Поэтому, если возьмете любую книжку по пчеловодству, там пишут, что такое сильная семья для зимовки. В северных регионах это 10-12 рамок, в южных регионах допускается меньше. То есть сильная семья для южных регионов это 7-8 рамок. Почему для южных семей всегда дают нормативы на сильную семью меньше, чем на северную? Потому что у северных семей нету вот этого осеннего естественного ослабления семей. Потому что северные пчелы, там холода приходят очень быстро, они быстренько сбились в клуб, они никуда не летают. А южные пчелы, вот они находятся в таких условиях, когда уже вроде в природе ни хрена нету, а еще не та температура, чтобы ложиться спать, то есть в клуб сбиваться. То есть днем еще тепло. И вот они начинают вылетать, искать где-то там пропитание, кто-то за водой, кто-то там расплод еще кормит. И происходит у них вот это естественное изнашивание пчел, то есть естественное осеннее ослабление семей. Это проблема южных пчел. И вот чтобы не было вот этого естественного ослабления, их надо подкармливать постоянно, кормушечку им сиропом и в улей. И тогда они с кормушечкой работают, а на улицу поменьше летают. А как только перестали их кормить, их сразу надо закрыть, чтобы они никуда не летали. Потому что они будут и естественно ослабляться, не только из-за ос, но и еще вот от этого естественного ослабления. То есть погода такая теплая, они летают, а летать не надо. Так тут надо подгадать с этим закормом. Так вот, какая идеальная, я лично так считаю по своему опыту, схема закрытия пчел, чтобы их осы не трогали. Осеннее закрывание пчел в ульях. Вот, закончился взяток, они выращивают расплод, вы им помогаете выращивать, обеспечиваете все условия, чтобы они выросли как можно больше расплода. Потом приходит время закорма, кормите, 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 кормите до холодов. Как только начинает холодать, прекращайте кормить и закрываете. Вот это самая лучшая схема, которая работает. Тогда у вас пчелы и не летают, нет естественного осеннего ослабления, и осы не бьют ваших пчел. Такие вот дела. Но сегодня такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно ставим лайк. Задаем вопросы, кого интересует. Там еще будет 2 следующих видео про то, надо ли давать пчелам воду и почему пчелы шумят в ульях. То есть вы их закрыли, они шумят и рвутся на улицу. Тоже очень интересный вопрос. Тоже у меня такое было, я с ним разбирался и кое-чего нашел. Расскажу в следующих видео. Ну и да, не забывайте передавать привет моим мохнатым чудовищам. Ну и мне иногда.